Attention, important information for our English-speaking viewers. If you want to watch the entire video with this voiceover, the audio track is available at the link in the description. Download it, mute the YouTube and turn it on. And here is a signal for synchronization. Пип! Итак, после прошлой серии наша диорама находится в состоянии, которое я называю либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Если оставлять на ней летчика, то по-хорошему надо бы убирать телеги. А в текущем состоянии не оставить, потому что лучше бы тогда убрать летчика. И как раз связующим элементом для этого всего и станут миниатюры техников. Они тут сейчас даже нужнее, чем летчик. Но вводная номер 1. В роспись миниатюр я не умею. Смогу ли я при этом покрасить миньки техников на сносном уровне, который не испортит диораму? Причем смогу ли я сделать это просто и быстро? Вот и увидим, потому что Temp Models в эфире. Поехали! Мои потребности закроют два набора. В наборе номер 1 5 миниатюр и 2 комплекта декалей. Позы техников очень универсальные, ничего конкретно специфического. Это дает широту применения. Главные достоинства наших наборов тут очевидны. Во-первых, это верная анатомия и естественность поз, а во-вторых, это обилие деталей, четкие, глубокие и естественно выглядящие складки одежды. Это особенно важно, когда нет опыта в росписи. Для большей наглядности справа старые миньки сняты из производства. Тут, кстати, по анатомии, масштабности и позам вообще мимо. Слева, даже если у тебя нет особого опыта росписи миниатюр, складки одежды тебе рисунок светотени подскажут. Складки не скульптились привычным методом, а одежда виртуально сшивалась из выкроек, а потом симулировалась ее физика в специальной программе, прямо на модели человечка. Прием часто используют в геймдеве. Поэтому-то складки такие естественные не только на техниках, но и на всей линейке актуальных миниатюр из нашего ассортимента, с которым вы можете знакомиться, пройдя по ссылке в описании. Новость. Мы прислушались к вам в соцсетях и к нашим стандартным наборам с 5 миниатюрами запускаем линейку, в которых по 2 штуки, и цена ниже. А еще у нас есть аккаунт на eBay, если вам вдруг удобнее заказывать через эту площадку. Ссылку найдете в описании. А узнать такой интересный прием вы могли бы, будь вы нашим подписчиком в Телеграме. Если еще нет, то срочно исправляйтесь, там такого много. А теперь назад к набору. В наборе номер 9 уже ребята более специфичные, с конкретными позами под телегу. По исполнению точно такие же, только прически и лица немного отличаются. На декальках есть все, даже шевроны на кубинку. Смола тут стандартная для наших наборов, то есть податливая, качественная и легкая в обработке. Качество зачистки отлитников проверяю устойчивостью миник. А потом тут же капли суперклея возвращаю их на литники для удобства покраски. Потом останется аккуратненько отломать и готово. Загрунтую финишной серой нейтральной грунтовкой. Было хорошим решением взять краски именно набором. Не болела голова с подбором оттенков, тут есть все необходимое и очень легко мешать что-то дополнительное. А еще тут очень клевая шпаргалка на упаковке. Я всегда топлю за тона кожи с преобладанием мадженты и телесно-розового. Что я имею в виду, поясню на примере дядюшки Найтшифта. При всей крутоте его росписи, тона кожи у него нездоровые и мертвые, и я часто такое вижу не только у него. Может, это стиль такой, и миниатюристы сейчас мне в комментариях напихают, но я буду ориентироваться на бокс-арт. И это моя личная вкусовщина. К бокс-арту возьму еще эти офигенские шпаргалки. А это будет моя самая ходовая четверка красок. Сначала мешаю самую темную базу и крашу ей лица и руки. Добавляю желтое в надежде потом получить вариативность тонов кожи. А далее в дело вступает самый светлый оттенок. Подмешивая его из желтой к темным, получаю несколько полутонов между самым светлым и самым темным цветом. А еще я наткнулся вот на эту полезную шпору, которая навела меня на одну мысль. Что если, сверяясь с ней, на самую темную базу нанести сначала самые светлые блики? А потом остатки кожи заполнять полутонами, сглаживая переходы.
И как-то вы знаете, процесс гораздо, что ли, проще, комфортнее пошел, понятнее, быстрее. Ну, не знаю, мне просто так проще стало. Ну, проще, чем постепенно выстраивать оттенки кожи от самого темного к самому светлому. Этот паренек у нас молодой, поэтому переходы между оттенками стараюсь сгладить как могу. А для более пожилого техника, уже, так сказать, в годах, подход тот же, но кожу стараюсь сделать более бледной и крашу более контрастные морщины. Глаза, самое нервотрепное. Я просто сразу же отмел попытки сделать масштабный и красивый белок. Сберегу себе кучу нервов. Никто не ждет от вас и от такого масштаба прям портретных откровений. Если опыта мало, то контрастные точки вполне себе решение. Причем у меня тут сначала вышли клево, но мне что-то показалось не так, и я в итоге сделал более крупные мультяшно выглядящие. Но один фиг, мне почему-то кажется, что у него веселый и задорный взгляд. Он лысый, но я с легкостью сделаю ему стрижку под машинку. А дядьке в годах полупрозрачным серым слоем поверх грунта делаю сидеющие волосы. Один будет брюнетом, а один русым, ну или типа того. Зацените, я нечаянно покрасил Брежнева в молодости. Ну что в итоге? Как говорится, not good, not terrible. Но повторюсь, никто не ждет ни от меня, ни от вас прям портретов, как на 35 или 16 масштабе, поражающих воображение. И обязательную выдержку макросъемкой. Невооруженным глазом оно смотрится как люди с разными лицами и здоровым цветом кожи, а этого вполне достаточно. Теперь беру жидкие маски и наношу на лица. Слоем как можно жирнее. А как первый слой подсох, наношу еще один, потом скажу зачем. Получаю вот таких вот смурфов. Для покраски их спецовки беру вот эти референсы. На левом и правом хорошо видна прострочка ткани. На центральном верхнем мне нравится шикарный цвет с нотками фиолетового. А нижний — это как подсказка, что в пределах набора можно покрасить разные оттенки формы, варьируя сочетание этих цветов в тенях, бликах и в базе. Я поленюсь и сделаю у всех один оттенок формы. Темным оттенком дую в складки снизу вверх, заполняя тени. Да, это как на канале Night Shift, только вместо черно-белого и полупрозрачных слоев, накрашенных кистью, сразу готовые цвета и только аэрограф. Потом светлой базой дую сверху вниз, причем наклоном миньки регулирую количество теней и их контраст. Сильнее высветлял плечи и места на одежде, которые вытираются, колени и седалище. Вот поэтому то, что я сегодня делаю, не назвать росписью. Это читерство, зато гораздо более легкое и быстрое. И неопытным новичкам вроде меня только на руку, а роспись оставим профессиональным миниатюристам 32, 35 и 16 масштабам. Этот лак эффективнее всех рубит блики глянцевых красок, буквально в ноль. Но он же, зараза такая, преподнес мне неожиданный и не очень приятный сюрприз. Далее я прошерстил все запасы своего акрила на предмет синих цветов, как раз на случай летчиков и техников. И самый полезный тут это вот эти баночки. С помощью них я смешиваю оттенок светлее формы и прокрашиваю им шовчики и прострочку на форме, молнии, кармашки и все подобное. Оттенком темнее базы делаю швамы и прострочки фейковые тени, а еще отделяю куртку от брюк, крашу тени поглубже воротнику и рукавам. И эта прокраска создает иллюзию росписи. Разница офигенная, согласитесь. И складки не стал высветлять кистью, просто оставил покраску аэрографом как есть.
и защищаю покрашенное слоем матового лака. Помните, я наносил несколько слоев масок? Теперь я могу повредить зубочисткой слой лака и краски поверх масок, без риска ободрать накрашенное под ними. А как только повредил, вода начинает вымывать маску, а я помогаю ей грубой кистью. В какой-то момент ее можно сдирать прям кусками, а не содравшиеся ошметки дорастворить водой. Вот и сюрприз от лака. После того, как миньки высохли от воды, оказалось, что он стал белесым и подсъел яркость оттенков и накрашенные швы одежды. Короче, проще лица и руки красить после одежды. А тут я еще и маски неаккуратно снял, содрал с ними кусок покраски руки. Я же взял за привычку начинать покраску всегда с самого сложного и муторного. Ну, в сегодняшнем ролике это лица. Тем не менее, вот итог. И выглядит все весьма сносно. Даже с глазами-точками и моим уровнем покраски лиц. Без косяка с лаком все довольно просто и относительно быстро. Так что, думаю, на вопрос, поставленный в начале ролика, я ответил. А потом еще раз перекрасил все швы одежды. Для ботинок беру этот черный. Его фишка в том, что он полуглянцевый. А для подошв возьму серый, полученный из пацифика черного и белого. Опять же, имитировать блики матовыми красками я не буду, это для демонстрации мастерства, мне же надо быстро и просто, так что полуглянец справится со своей задачей. А матовая подошва немножко усложнит картину и добавит деталей и разницы в фактуре. Чтобы не повторить фейл с матовым лаком, я места нанесения декалей закрою глянцем. А потом убью весь глянец. Перед финальной презой я исправлю один косяк. У Су-27П антенны на килях либо все зеленые, либо все белые. Либо зеленый у КВ на концах килей и белое КВ на правом. Как у меня было, это только у SM модификаций. А теперь расставляем наших парней. Из 9-го набора для телеги пожилой подошел под рычаг телегэкрана. Ну а молодого из набора номер 1 развернем следить за процессом подъема. Сидящий механик много куда подойдет, ну а у меня он будет обслуживать что-то на передней стойке. Тянущие руки делался будто бы под заглушки, как в воздухозаборниках, если снизу ракет нет, так и в соплах. У меня он будет тянуться к боковым. Этого можно, к примеру, в нише поставить тянуться, либо к крючкам или датчикам. Я поставлю к R73. Можно к пилонам, типа он ремувки снимает. Ну а с Брежневым все понятно, этому только телега. Для нее, собственно, и делался. И, наконец-то, все на своих местах. Можно взглянуть на картину в целом. Где купить себе такую же красоту, вы знаете, все ссылки найдете в описании. Понравился ролик? Оцените. И обязательно поделитесь им с друзьями и коллегами. Нам любое распространение важно. Больше подписчиков, больше активности, больше мотивации делать красоту. Кстати, вот вам пример росписи миниатюр наших летчиков одним из наших клиентов, с упором именно на стилизованное исполнение кистью. Справа агент Дональд Трамп посыпался в США и, чтоб не сесть в тюрьму, сбежал в Россию.
И вы тоже присылайте к нам в соцсети примеры своих работ. Не забыв при этом, конечно же, на эти соцсети подписаться, потому что там все новости, анонсы, крутые мастера по теме и конкурсы. К слову о конкурсах. У нас только что завершился один из них на покраску миниатюр. Пока вы смотрите этот ролик, определяется судьба призового фонда. А может, победители уже известны. Подробности найдете в наших социальных сетях. Конечно, это не последний наш конкурс, будут еще не менее интересные на разные тематики. Если вы желаете принять участие в одном из них, не пропустите анонсы. Если вы здесь новичок, то подпишитесь на канал, потому что далее у нас по плану двигатель АЛ-31F на транспортировочной тележке. А потом вообще анонс следующего проекта. Ну а с этим, пожалуй, все. Было трудно, необычно, для меня много нового опыта, интересно и увлекательно, и в конце получили вполне себе крутой результат. Ну а вы идите в комментарии, пишите свое мнение, там мы будем общаться. В следующем ролике увидимся совсем скоро. Покеда!